Так, и мы переходим к следующему участнику. Это Ксюша. Ксюша, ты готова? Давай, мы тебя поддерживаем, все получится. Отлично, начинаем. Ладно. Так, первое задание у нас было связано с буквенным салатом. Значит, нам была дана команда идти на Pinterest и перерисовывать все, что нравится и не нравится. И здесь было очень интересно, в принципе, посмотреть, какие буквы бывают, какие усложнения в них бывают, графемы и так далее. И мне показалось, что под это задание хорошо подходит слово «кинза», потому что вот как у нас буквы полярные по стилистикам и настроению, вот так же к этой траве относится. Кто-то ее ненавидит, кто-то ее обожает. И поэтому вот как база для того, чтобы отработать буквы, было выбрано такое слово. Первые варианты, они были больше салатные, буквенные, но не совсем передавали вот это вот какое-то вьющееся настроение, и по итогу буквы начали больше походить друг на друга, но это все еще как буквенный салат. Вот мы пробовали разные композиции, по итогу у нас осталась одна, на которую я вообще не делала ставок, но и, в принципе, ладно. Получилось очень симпатично, и в цветовом сочетании хотелось передать вот это вот ее колючее настроение, то, что она не всем хочет понравиться, и были такие контрастные, яркие, где-то даже металл попал. Вот такой результат на первое задание. Дальше начался скелетный гротеск, который вызвал у меня массу вопросов. Первый из них был связан с тем, как построить буквы за счет, ну, как создать характер за счет конструктивных особенностей, а не за счет декора. И большинство эскизов, которые были нарисованы, были сделаны как раз за счет декора. И второй вопрос– это когда надо остановиться в придумывании всяких фишечек, когда надо просто успокоиться. Ну и в целом ответ был, что выберите что-нибудь одно или какие-нибудь два качества и сделайте их приоритетными. Вот. В финал вышли две надписи. Левая сделана как бы по нашему заданию. Она адекватная, в меру насыщенная всякими усложнениями. И правая декоративная. И она здесь, потому что она мне просто понравилась. И это как результат размышлений на тему, когда надо остановиться, что такое конструкция, что такое декор. Вот. С этой надписью был сделан проект с упаковкой, был дорисован персонаж, у которого лысина работает как маркировка вкусов. Это чумовой динозавр, такой, который собирает все, что у него есть на грядке, и делает шипучки для молодого поколения, с которым он на одной волне. И вот здесь есть как раз морковка, крыжовник, огурец, тыква, все, что можно найти на огороде. Ам, Дальше мы работали с гротеском, и помимо того, как вообще строятся буквы, здесь пришлось подумать над тем, как жирность и насыщенность шрифта влияет на характер. Первые буквы были построены, ну, после скелетного гротеска захотелось чего-то другого, и поэтому они стали такими жирненькими. Но сделать неконтрастный шрифт без динамики линии с такой толщиной было сложно, и мы пришли к решению сделать два варианта надписи. Один более жирный, другой более тонкий. И, как мне показалось, вот это вот какая-то характер какой-то более детский, какой-то такой деревянный, он во второй надписи ушел. Ну и мы просто доделывали уже эти надписи как две разные. Поменяли некоторые элементы, где-то убрали изгиб, и первый получился такой более гибкий, какой-то прыгучий, и второй более строгий.
Дальше была брусковая антиква, и вот здесь, если не говорить, если не говорить про засечки, то здесь был вопрос, насколько буквы должны быть друг на друга похожи и какие качества тогда выходят на передний план. Ну, изначально у меня была идея строить буквы, чтобы в каждой из них была какая-то изогнутая такая гибкая часть. И как мы обсудили, это сказывается на читаемости, буквы читаются сложнее, узнаются сложнее. И если использовать более привычные графемы, тогда слово читается попроще. Вот. И по итогу здесь остался тот вариант, где более привычные графемы. Мне до сих пор не нравится эта треугольная буква А, но она здесь присутствует просто как заметка о том, о чем мы говорили на вебинаре. Дальше антиква с контрастом. И здесь, я не знаю, я это описывала в чате как невроз, потому что из-за массивных раздвоенных засечек, которые в целом занимают почти половину от высоты буквы, здесь начались сложности с построением, и в том числе с буквой F, потому что полуовалы оказались слишком мелкими. Ну и в целом мы остановились на правильном варианте построения, который был бы адекватен всему остальному шрифту. И из-за того, что мне казалось, что это решение точно не рабочее, мне надо точно в этом убедиться, был построен весь остальной алфавит. Ну и в целом вот такой получился шрифт. Дальше, по сравнению с предыдущим заданием, все получилось достаточно легко. Здесь был обратный контраст, и как диагонали в буквах у них классическое распределение контраста, в остальных был обратный контраст. Вот захотелось взять какую-то надпись, которая бы соответствовала заданию. Потом еще сюда добавились декоративный мех, чтобы сделать ее чуть повеселее. И по итогу у нас два варианта. Один простой, второй с большим количеством декоративных элементов. И чтобы она, прям слишком мохнатой не выглядела, добавили сюда, как разрядили обычными буквами. Дальше работали над логотипом для художника. Захотелось передать какое-то настроение, что он рисует не что-то дикое, а что-то вот, несмотря на яркий цвет, это все про рутину, про какое-то спокойствие, но про что-то этническое. И поэтому тут сильно динамики нет, какая-то жизнь, что-то не идеальное. И, и для этого художника придумался бренд домашнего текстиля и пижам. И хотелось вынести сюда такое ироничное качество, что это бренд, где на тканях изображается то, с чем бы точно не хотелось увидеться в одной постели ночью. И это насекомые, грызуны, змеи и какая-нибудь другая живность. И основная еще задача была в том, чтобы все это не выглядело мерзко, потому что когда я начала смотреть на референсы с пауками, змеями и другими насекомыми, это было отвратительно. Стилизовать их было сложно, потому что хотелось просто ну, выбрать другую тему. Ам, Получился логотип, где в основных буквах у нас идет симметрия. Это похоже на какие-нибудь крылья бабочки, тюльпаны, на коконы. Ну и в целом я его мерзким не считаю. Вот. Получилось как-то совместить простоту и образность. Вектор тоже был построен. Дальше промежуточный вариант с цветовым сочетанием. Его мы обсудили в самом конце, и поэтому он пока существует вот в таком виде. Но здесь можно посмотреть, как логотип выглядит
где он, в принципе, размещается и как выглядит в мелком размере. Логотип достаточно плотный, буквы толстые, и ничего не пропадает, не растворяется, хорошо выглядит в маленьком размере. Здесь про мои амбиции нарисовать принт для пижамы. У меня есть 3 жука и одна спина. Здесь, в принципе, тот же самый подход, что есть стилизация, что-то более сглаженное, есть симметрия. Ну и была идея, что паук ловит кошмары своего хозяина в свою паутину и как бы становится его ночным хранителем. Плюс сюда добавляются крылышки у паука, и он становится, ну, опять же, не таким омерзительным и противным. Дальше был проект с книжной обложкой, которая вообще не пошла. Не было времени этим всем заниматься, к сожалению. Очень понравилась вообще тема поработать с какими-нибудь историческими шрифтами, но у нас задача из книжной обложки трансформировалась в то, что мы, в принципе, изучали исторические шрифты, делали копии, зарисовки, и вместо книжной обложки получилось одно слово «лепрозорий», и на его примере потом тоже смотрели, что можно сделать с каллиграфией, чтобы она стала леттерингом. Вот, поэтому задание с книжной обложкой для меня про поиски и про вот момент, как уйти от каллиграфии и сделать из этого леттеринг. Дальше мы занимались коллажными буквами, и после того, как все проекты были связаны с построением, лично мне было прям сложно перестроиться, потому что казалось, что это все неправильно, должно быть правильно, надо додуматься, как правильно, это все слишком хаотично, и как это, отпустить себя до конца не совсем получалось. Но буквы «Ж» — это, наверное, любимая часть моего проекта, вот этого, с коллажными буквами. Потом к нему добавились остальные, и из-за техники пришла идея сделать молодежный фестиваль документального кино. Когда собирались композиции, хотела отразить в них какую-то рамочность, которая отсылает на экран, возможно, какие-нибудь киноленту, пленку, но по итогу у нас это... По итогу от пленки у нас остались элементы на буквах. Прям не... Вот, короче, нативненько получилось это сделать. И типографика, когда начали работать с плакатом, в типографику верстала как титры после фильма. Какая-то часть вываливается слева, какая-то справа. Ну и тоже как продолжение общей тематики фестиваля. В цветовых сочетаниях хотели отразить тематику, что это молодежные мероприятия, и уйти от чего-то привычного и уйти от детского. Выбрали по итогу сине-зеленый вариант. И вот так выглядит финальная работа. Дальше мы разрабатывали заголовки. У песни есть клип, и это заголовки — это текст в титрах, то исполнитель, как называется, группа, как называется сама композиция, и у нее есть как характерный стиль, и обозначилось это все как зловещий диск. Поэтому в референсы сюда попали какие-то узнаваемые диско-стилистика, и хотелось еще за счет засечек сделать это все более зловещим. Как засечки у нас как основной инструмент передачи зловещести. Вот здесь поиски. И когда выбрали усилить эти засечки и сделать их более похожими на какой-нибудь свет, блик, что-то, что отражается от диска шара, появилась какая-то завершенность. И вот, наверное,
один из любимых моих проектов, который получился. Надпись чуть-чуть адаптирована была, чтобы поставить ее на пластинку. И здесь продолжение заголовков. Основной шрифт чуть-чуть адаптированный, он не такой вытянутый, чтобы написать роль человека в этом проекте. И также к штрихам сюда добавились искорки на, на штрихах, вот, чтобы поддержать всю эту тематику блестящего дискошара. И здесь кадр, как бы это могло смотреться вообще в самом клипе. Дальше мы занимались разработкой акцентного шрифта. Захотелось порисовать что-то советское, потому что советского не было, и что-то динамичное, чтобы соответствовало какой-нибудь академии спорта, где вот общая такая атмосфера превосходства, победы, развивается ветер, там, не знаю, развиваются флаги. Все это очень торжественно. Захотелось какой-то такой характер передать. Вот, получился такой шрифт с наклоном, с острыми засечками, такими росчерками, которые чуть-чуть похожи на какой-то след от кисти или от пера. Здесь как этот шрифт смотрится в маленьком и большом размере. Также накинула какую-то приблизительную цветовую палитру. Вот как выглядят вот эти полувалы, похожие на росчерки. Здесь фраза и как это может выглядеть на мерче. Дальше делали леттеринг для соцсетей. Захотелось, как это вспомнила, одну из своих любимых фраз «офисная копоть». Захотелось сделать подкаст на эту тему про корпоративную культуру, развитие hard и soft скиллов. И захотелось сделать что-то пиксельное. Когда разрабатывались варианты, все они были монохромные, чтобы была отсылка, не знаю, на синий зависший экран, копоть как что-то, что растворяется немного в воздухе, поэтому получились такие варианты, но они когда не вселяли надежду и не совсем мотивировали, поэтому мы доработали их до чего-то более позитивного, цветного и ушли в более общую тематику, чтобы вот эти все графики, схемы, списки, чтобы это было больше офисное, и менее дизайнерское. Вот. На этом у меня все. Спасибо большое. Это было стрессово. Но это было прекрасно, Ксюш. Ты молодец. Вообще отлично. Кошмар, я вспотела. Ладно, все, заканчиваю. Спасибо большое. Вообще, ты молодец, ты молодец. Ты очень классно рассказала и совсем не чувствовала, что ты нервничаешь. Очень спокойно и очень интересно. И здорово расставила акценты по заданиям, да, поделилась не только тем, что мы делали, но и ну, как, да, там для тебя шло это задание. И что там что-то не пошло, да, там что-то вызвало вопросы, что-то там, ну, какие-то моменты, да, там, которые вот вызывали сложности именно у тебя. Ну и, конечно, очень крутой результат. Ну, прям аплодисменты, очень классный результат. И видно, сколько много работы проделано, и видно, что это не только работа с буквами и с леттерингом, но и в целом, да, там с дизайном, с концепцией, с мыслью, с какими-то историями, да, то есть вот у тебя получилось так, что буквы действительно стали инструментом дизайна, да, ты не просто рисовала буквы, ты думала о том, да, как при помощи формы буквы или идеи шрифта или идеи леттеринга передать дизайнерскую задачу. Это очень классно. Вот поэтому, ну, как бы рекомендую держать дальше
на этом фокус, да, и дальше думать о буквах именно в таком ключе, да, ну, как бы, особенно если ты не хочешь, да, там дальше быть просто леттерером или просто шрифтовым дизайнером. Вот такой комментарий. Ну, а от себя еще хочу отметить, что у тебя очень сильное построение букв, да, именно какая-то вот эта вот логика шрифтовая. И мне кажется, тебе стоит попробовать шрифтовой дизайн. Спасибо большое. Спасибо большое, я подумаю. Да, подумай. Вот, ну, это просто комментарий именно к тому, что ты хорошо с этим работаешь, может понравиться. Но, как бы, как мы уже знаем, да, леттеринг бывает разный. То есть леттеринг бывает более художественный, да, и леттеринг бывает более шрифтовой. То есть вот как ты работала с заголовками, да, то есть по сути это шрифтовая какая-то история, но с добавлением штучек, дрючек, да, и по сути леттеринг. Вот, поэтому это твоя сильная сторона, и я рекомендую ее дальше развивать.